Его считают безумцем, нищим и одиноким гением. Но за привычным образом Ван Гога скрывается куда более сложная и противоречивая личность. Он свободно говорил на нескольких языках, спорил с академиями, увлекался псевдонауками и, возможно, даже не покончил с собой. Это видео – попытка разобраться, каким на самом деле был Винсент Ван Гог. Кстати, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие выпуски. Если контент для вас полезен и вы хотите закинуть спасибо автору, ссылка на донат прямо под видео. Все, не смею больше задерживать. Погнали разбираться. Ван Гог. Между правдой и легендами. Человек, который не любил учиться, но легко учился. Винсент Ван Гог с юности проявлял противоречивый характер. Он не любил формального образования и с трудом подчинялся системе, но при этом обладал удивительной способностью к обучению. К 20 годам он уже свободно владел 4 языками. В мае 1873 года Ван Гог оказался в Лондоне, куда был переведен как перспективный сотрудник художественной фирмы Goupil & Co. Всего за несколько недель он начал читать английскую литературу в оригинале, особенно ценя произведения Диккенса. Позже он освоил еще несколько европейских языков. В одном из периодов своей жизни, работая в школе для мальчиков, Ван Гог преподавал не только письмо и арифметику, но и французский и немецкий. Во время религиозного увлечения он даже выступал с проповедями, и его первая сохранившаяся речь была произнесена на безупречном английском языке. А в 1877 году, работая в книжной лавке в Дорграхте, Винсент развлекался тем, что синхронно переводил Библию сразу на 4 языка – голландский, английский, французский и немецкий. Единственным препятствием стали древние языки – греческий и латынь. Именно их он так и не смог освоить, из-за чего не поступил на теологический факультет Амстердамского университета. Художник, который отвергал академии. Несмотря на стремление к саморазвитию, Ван Гог категорически не принимал академическое художественное образование. Он не терпел навязанных правил и предпочитал учиться самостоятельно. В письмах к брату Тео он прямо критиковал систему. По его мнению, в академиях учили изображать абстрактные и далекие от реальности образы, вроде аристократов или экзотических фигур, вместо того, чтобы показывать настоящую жизнь – крестьян, ткачей и простых людей. Тем не менее, он все же поступил в Академию Антверпена, скорее из практических соображений. Там было проще найти моделей, что для бедного художника имело большое значение. Однако и здесь он быстро вступал в конфликты. Он носил простую синюю рабочую блузу, меховую шапку и регулярно спорил с преподавателями. Один из эпизодов стал показательным. Рисуя Венеру Милосскую, Ван Гог изобразил ее с более реалистичными формами. Преподаватель попытался исправить рисунок, на что Винсент резко возразил, заявив, что женщина должна иметь формы, позволяющие выносить ребенка. В академии он продержался менее 2 месяцев и покинул ее, никого не предупредив. Сложные отношения с отцом. Отношения Ван Гога с отцом, пастором Теодором, были напряженными почти всю жизнь. Отец не одобрял образ жизни сына, его непостоянство, склонность бросать работу и следовать внутренним порывам. Некоторое улучшение наступило лишь тогда, когда Винсент решил стать священнослужителем. Но ситуация резко ухудшилась, когда стало известно о его связи с гаагской проституткой по имени Син. Чтобы избежать позора, отец даже пытался признать сына душевно больным и хотел отправить его в лечебницу. Позже Ван Гог вернулся в родительский дом, но отношения остались холодными. Он писал брату, что родители приняли его как шелудивого пса. В 1885 году отец умер. К этому моменту они уже не общались. Существовали даже слухи, что Винсент косвенно причастен к его смерти. Тем не менее, смерть отца сильно его потрясла. И именно вскоре после этого он создает свою первую крупную работу – «Ебаки картофеля». Увлечение френологией. Ван Гог интересовался френологией, псевдонаукой, связывающей характер человека с формой черепа. Хотя к моменту его жизни эта теория уже была признана несостоятельной, художник все равно увлекся ею. Это отразилось в его работах, особенно в портретах крестьян.
Он намеренно искажал черты лиц, удлинял носы, изменял форму лба. В едоках картофеля он даже стремился сделать персонажей похожими на сам продукт, грубыми, приземленными, почти земляными. Арль. Реальность и воображение. Сегодня Арль ассоциируется с яркими и солнечными картинами Ван Гога, но реальный город сильно отличался от его художественного образа. В XIX веке это был промышленный центр с заводами и железнодорожными мастерскими. В письмах Ван Гог жаловался на грязь и тяжелую атмосферу. Тем не менее, на его картинах Арль превращается в почти сказочное место. Это был не столько реальный город, сколько отражение внутреннего мира художника. Интересно, что одной из причин переезда в Арль стали слухи о красоте местных женщин. Однако по прибытии Ван Гог быстро разочаровался. Его поведение вызывало недовольство жителей. В итоге 30 человек подписали петицию с требованием изгнать его из города. После известного инцидента с ухом Ван Гог был вынужден покинуть Арль и обратиться в психиатрическую клинику. Загадка смерти. Официально считается, что Ван Гог покончил с собой. Однако эта версия не является единственной. В 2011 году была выдвинута теория, согласно которой художник мог быть случайно застрелен подростком. Среди аргументов: отсутствие найденного оружия, невозможность самостоятельно нанести такую рану, отсутствие следов выстрела на руках, сомнительная возможность пройти большое расстояние с тяжелым ранением, исчезновение мольберта и картины. Кроме того, его последние работы были достаточно жизнерадостными, а в письмах он высказывался против самоубийства. Тео. Брат, друг и опора. Отношения с братом Тео были одной из самых важных составляющих жизни Ван Гога. Именно Тео сохранял его письма, поддерживал финансово и верил в его талант. После смерти Винсента Тео прожил всего полгода. Он впал в тяжелую депрессию, его состояние быстро ухудшалось. Позже стало известно, что он страдал сифилисом, который привел к психическим нарушениям. Он умер в 33 года и был похоронен рядом с братом. Их могилы до сих пор находятся рядом, а плющ, посаженный вдовой Тео, символизирует их неразрывную связь. Интересно, что именно плющ, а не подсолнухи, был любимым растением Ван Гога. Развенчание мифов. Миф первый. Он был чужим в мире искусства. На самом деле Ван Гог с юности работал в художественной среде и общался с художниками. Миф второй. У него не было друзей. Несмотря на сложный характер, у него были близкие отношения с рядом художников, включая Эмиля Бернара. Миф третий. Он жил в нищете. Финансовые трудности были, но благодаря поддержке Тео он не был полностью нищим. Миф четвертый. Его стиль – результат болезни. Художественные особенности его работ – это осознанный выбор, а не следствие психического состояния. Миф пятый. Он умер непризнанным. Его работы уже выставлялись и обсуждались при жизни, хотя широкая известность пришла позже. Заключение. Образ Ван Гога часто упрощают до трагической фигуры безумного художника. Но в реальности он был куда сложнее. Образованный, упрямый, ищущий, противоречивый человек. Он не вписывался в рамки, ни в искусстве, ни в жизни. И, возможно, именно это сделало его тем, кем он стал. И вместо того, чтобы искать сенсации в его биографии, стоит просто смотреть на его картины. В них он сказал все сам. Друзья, спасибо, что досмотрели. Надеюсь, выпуск был полезным. А за порцией вдохновения и крутыми покупками переходите на alebrio.ru. Это наш сайт товаров, где мы собрали самый стильный арт и авторский крафт в одном месте. Подписывайтесь на канал и до встречи на страницах Alebrio. Всем пока!